Так, думаю, что воды достаточно. Почему я делаю под водой? Потому что так я меньше ранений нанесу корням. Процесс, сразу скажу, долгий. Потому что нужно разобраться, как они переплелись. Наверняка весь процесс мы снимать на видео не будем, потому что это будет минут 30 как минимум. Ну вот так, под водой, аккуратно отделяю один корень от другого. Вот видите, они срослись. И под водой это сделать проще. И вот он отделен. И не сломан. Вот так сейчас буду делать с каждым корешком. И потихоньку распутывать. Я точно знаю, что на этом стволе больше деток не получится, потому что все цветовые почки задействованы. А вот разделить их и посадить можно. Крупные детки, хорошие, с корнями. Вот смотрите, с какими длинными растущими корнями. Некоторые корни уходят в грунт. Вот видно. Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу начать видео со слов. А помните, в недалеком прошлом вот эту орхидею, парфюмерную фабрику, я разделяла надвое. Верхнюю часть отрезала, сажала и оставляла только пенек. И ссылку на это видео обязательно оставлю в правом верхнем углу экрана. Но, по-моему, у нас даже есть плейлист на эту тему. Там собраны все видео, когда я рассказывала об этой орхидее. И сразу же, я даже назвать по-другому не могу, злые языки сказали, что больше мы этой орхидеи не увидим. Но мы увидели не только эту орхидею, оставшуюся на пеньке, которая вырастила две чудесных детки, но видели и верхнюю часть, которая дала цветонос. И вот сегодня я вам могу сказать, да, верхнюю часть этой орхидеи я вам показать уже не могу, потому что я ее с большим удовольствием отдала своей подписчице. Причем эта подписчица живет в Крыму. И она мне уже прислала фотографии, что эта орхидея находится у нее, она прекрасно перенесла переезд. Вы знаете, что я не отправляю орхидеи по почте. И тут случилась оказия. Наш знакомый поехал в Крым и привез ей эту орхидею. Так что появятся фотографии уже из нового дома этой орхидеи. А сегодня я хочу отделить этих деток от ствола. Я точно знаю, что на этом стволе больше деток не получится, потому что все цветовые почки задействованы. А вот разделить их и посадить можно. Крупные детки, хорошие, с корнями. Вот смотрите, с какими длинными растущими корнями. Некоторые корни уходят в грунт. Вот видно. А у этой орхидеи все нижние корни пошли в грунт. И вот сейчас будет дилемма. То есть сначала нужно разобрать орхидею, а потом отрезать деток, или же все-таки я смогу одну детку отделить и, не повредив корни, которые находятся в грунте, достать ее из грунта. Мне, конечно, хочется попробовать, но я в этом не уверена и не буду этого делать. И вы знаете почему? Я все время рассматривала до съемки все корни и не заметила вот этого длинного корня, который идет от детки и уходит глубоко в грунт. И если я сейчас начну отрезать, я обязательно задену и поврежу этот корень. Так что придется доставать орхидею. И тогда мы с вами увидим, какие корни наросли у деток, что осталось у пенька. Пенек больше сажать не буду. Даже эти корни, которые проросли внизу в отверстие горшка, я их просто так сломаю, они не нужны уже.
достану всю орхидею. Ой, знаю, всегда пишете, что можно еще раз посадить пенек. Я точно знаю, что никаких деток этот пенек больше не даст. Я не буду его больше сажать. О, все-таки это случилось. Теперь постараюсь убрать керамзит. Для того, чтобы освободить какую-то часть корней. И вот сразу вам могу показать. Посмотрите, какие шикарные корни. Вот корень от детки. Вот он куда уходит. Самый-самый низ горшка. Там внутри такие корни, ох, шикарные. Но это корни деток. Это корни не материнского растения. Вы можете задать вопрос, а почему все корни зеленые и влажные? Если бы я сейчас разделяла этих деток с сухими корнями, я обязательно бы сломала очень много корней. Конечно, очень сильно срослись эти корни, и материнского растения, и детские корни. И я постараюсь их отделить так, чтобы уменьшить все вот эти риски слома корней. Но даже если какой-то корень будет поврежден, посмотрите, сколько у нее много останется корней, и есть растущие корни. Я надеюсь, что все будет в идеальном порядке. И вы мне часто пишете: ой, как же я боюсь отделять деток. Все мы когда-то что-то боялись, но пробовать-то нужно. Вот место, откуда начала расти детка. Я люблю одним движением отрезать, но здесь так не получится. Я делаю маленький надрез, смотрю, что там, и ближе к стволу еще один маленький надрез. Прямо можно со стволом даже отрезать. Так, теперь с другой стороны. Вот чтобы не повредить этот корень, сейчас я буду резать ствол. Хороший очень корень, его жалко отрезать. Вот видите, очень-очень аккуратно и очень медленно пытаюсь отделить эту детку. Вот я вижу, вот корень. Чтобы его не задеть, приходится работать такими маленькими шажками, очень аккуратно. Как крепко держится. Сейчас я покажу, что я отделила детку, отрезала. Вот видите, уже пространство. Но снять ее не могу, и корень я тот не задела. Снять не могу, потому что все корни переплелись. Что мне для этого нужно сделать? Я бы все-таки поставила орхидею в воду и под водой
расплела корни. Вторую пока... Знаете, что можно сделать со второй? Ее можно срезать с пеньком. Так, думаю, что воды достаточно. Почему я делаю под водой? Потому что так я меньше ранений нанесу корням. Процесс, сразу скажу, долгий. Потому что нужно разобраться, как они переплелись. Наверняка весь процесс мы снимать на видео не будем, потому что это будет, ну, минут 30 как минимум. Ну вот так, под водой, аккуратно. Отделяю один корень от другого. Вот видите, они срослись. И под водой это сделать проще. И вот он отделен. И не сломан. Вот так сейчас буду делать с каждым корешком. И потихоньку распутывать. Для того, чтобы срезанную детку снять с пенька. Ничего страшного, если сейчас вода попадет и в точку роста, и на листья. Потом это все можно будет протереть и удалить всю воду. Какую-то часть корней я уже расплела, но увидела, что детка была срощена не только сверху, но еще и снизу. И поэтому отделить я ее сейчас не могу. Мне придется сделать еще один надрез снизу. И вот смотрите, детка очень легко отделилась. А корни какие замечательные росли в горшке. И теперь точно так же расплету корни второй детки и отрежу ее от материнского ствола. Друзья, очень обидно, когда происходит сбой камеры. Я рассказала, как я отделяла от материнского растения вторую детку, но, к сожалению, ничего не записалось. Я отрезала ее вместе со стволом материнского растения, а потом по маленькому кусочку удаляла этот ствол. На материнском стволе осталось 2 корня, и я не хочу больше убирать этот стволик. Он когда-нибудь сам засохнет и отпадет. Но когда есть большая часть живой орхидеи, даже старой, нужно обязательно сделать обработку. Да даже если маленькая. Все равно, когда вы отделяете деток, нужно обрабатывать. Я обрабатываю перекисью водорода. Можно обрабатывать молотой корицей или толченым углем. Даже кто-то мне недавно писал хлоргексидин, да, и это возможно. Нам нужно просто обеззаразить эту часть, чтобы туда не проникала патогенная микрофлора. Эту орхидею я посажу, а эту я обещала в подарок своей подруге. Эту я сажать не буду, позвоню, и она очень быстро приедет и заберет у меня эту орхидею. Ну а теперь посадка. Горшок я взяла 2 литра. Сюда вот эти длинные корни хорошо помещаются. Даже можно помочь им еще немножко уложить их. Вот так. Ставлю орхидею по центру горшка. Насыпаю грунт. Грунт у меня кора плюс керамзит. Это орхидея парфюмерная фабрика Сеншин. Для равномерного распределения грунта постукиваю по горшку и опять досыпаю грунт. Очень важно, чтобы в посадке шея орхидеи осталась
на поверхности грунта. И помните, я вам говорила, что попавшая вода в центр розетки обязательно должна быть удалена. Иначе нежные орхидеи парфюмерной фабрики очень быстро загнивают. Внимательно к этому отнеситесь. Будем ждать продолжения. Ждать, когда зацветет эта орхидея. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.